Здравствуйте, мои дорогие девы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Дева на неделю с 24 по 30 ноября. И расклад мы делаем, как обычно, по дням недели. То есть на каждый день недели я достаю по одной карте. Сначала из основной, а затем из дополнительной колоды и смотрим, что у нас получится. Колоды две. Первая основная колода, вторая дополнительная. Я уже их перетасовала, что я обычно не делаю, но сейчас сделала, потому что не нажала кнопку записи, пока перетасовывала. Суть не в этом. Начнем с нашего расклада. Итак, расклад для дев и неделя у нас последняя неделя ноября. Последняя неделя осени, можно так сказать, да? Неделя с 24 по 30 ноября. Девы, давайте посмотрим, что же вас ожидает. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, первая карта у вас принцесса мечей или паж мечей, воздушная стихия, воздушный знак зодиака, который показывает возможное общение с воздушным знаком. Это весы, близнецы или водолеи, а также, в принципе, может говорить и о возможности вашей увидеть какую-то хорошую, потенциальную, удачную возможность или хороший шанс, который вам не стоит упускать. Здесь вы можете что-то узнать интересное для вас, какую-то информацию, которая будет для вас такой проясняющей, важной, да, может быть, позволит прояснить какие-то вопросы для вас важные, чему-то научить, может привести к какому-то озарению, пониманию сути вещей. Поэтому мечи, они об идее, мысли, которые возникают у вас. И у вас здесь может возникнуть действительно мысль о том, что стоит воспользоваться каким-то хорошим шансом, когда вы его заметите. Вот он, собственно, да, этот паж мечей или принцесса мечей, как в этой колоде его называют. Принцесса мечей. Давайте посмотрим дополнение, что еще здесь у дев, собственно, да, будет паж жезлов. И вот интересно, что у вас подряд очень много выпадает именно фигурных карт, то есть карт фигур персон, да, карт двора, их по-разному можно назвать. Ну, то есть карт людей, да, то есть это карты, во-первых, показывающие, что, возможно, вы, правда, взаимодействуете именно с людьми активно в начале недели. Вы можете здесь активно также проявлять качества, собственно, этих принцесс, да, этих пажей. То есть вы можете здесь быть очень импульсивными, такими очень активными, очень деятельными, проявлять очень много энергии и с таким энтузиазмом все делать. То есть начало недели у вас очень такое, продуктивное, возможно, по крайней мере, большой залог для этого у вас есть по пажу жезлов. Может быть, и общение, правда, и с огненным знаком, и как возможность узнать какую-то информацию касаемо огненного знака, то есть овны, львы или весы. Также по пажу жезлов, что может быть. Но в целом это вот энтузиазм, связанный с новой идеей, с новой возможностью, которая у вас появляется. И также какая-то честность и прямолинейность, которую вы проявляете в общении с другими людьми. Когда вы вот так вот, знаете, как в молодости часто бывает, люди не думают даже, что говорят. То есть они вот все, что на духу, все выкладывают, все говорят прямо, как чувствуют, как думают. Собственно, вот это то, что вы будете делать здесь в начале недели. То есть такая вот открытость, прямолинейность, честность какая-то, да, юный задор, который у вас может присутствовать. Дальше идет принцесса жезлов. И в принципе, да, эти пажи, они еще могут говорить про общение с детьми, какие-то вопросы важные, которые могут касаться ваших детей, если они у вас есть уже. Здесь действительно придется что-то узнать, какую-то информацию, да, по пажу мечей, узнать какую-то информацию, касающуюся вашего ребенка, к примеру. Особенно это может быть актуально, если у вас дети, допустим, такого знака зодиака, огненного или воздушного. И дальше принцесса жезлов идет у нас огненная стихия. Я уже говорила, да, значение может быть и общение с человеком младше вас, возможно, огненной стихии. Тут же еще и карта звезда у вас выпадает в дополнение, карта водолея. Карта, которая тоже делает акцент на воздушной стихии, но также еще и показывает, что у вас здесь есть
много энтузиазма в достижении вашей цели. Звезда — это надежда, это планы, это что-то, что вас вдохновляет и дает очень много энтузиазма касаемо каких-то вопросов, когда вы готовы смело действовать, потому что у вас есть великая цель, к которой вы идете. Вот эта звезда, на которую она смотрит. И дальше идет карта умеренность, карта Стрельца, и у кого-то действительно могут быть какие-то важные дела, связанные здесь с человеком знака Стрелец, Девы, а у кого-то середина недели такая будет очень спокойная, умиротворенная. И здесь, кстати, с пажом кубков очень много пажей, да, очень много импульсов, очень много каких-то таких вот молодых энергий, импульсивных, очень амбициозных, очень деятельных, активных, да, с пажом кубков. Та же самая, по сути, история, только это водная стихия. Но здесь как возможность тоже какие-то хорошие шансы словить, хорошие возможности. Возможность с кем-то найти компромисс, если сложно было найти компромисс, как будто исправить какую-то ситуацию, наладить с кем-то отношения. По карте умеренность здесь есть хороший шанс прийти к какому-то балансу и равновесию в целом, возможности поговорить с кем-то по душам. Возможно, это человек близкий вам по духу, человек, с которым вы делите какие-то общие эмоции, потому что паж кубков, он больше про эмоции, про чувства. И дальше карта колеса фортуны, удача и везение, которое вам сопутствует, а также ваша уверенность в удаче, ваша уверенность в том, что все будет хорошо. И в отношениях в том числе карта выпала близнецов, да, Девы, обратите внимание, карта влюбленная, карта пары, карта взаимоотношений. И здесь какие-то хорошие, важные решения могут быть связаны с парой, с отношениями, а также какой-то уверенности такой вам прибавляет этот день в том, что все в отношениях будет складываться, как вы себя хотите, как запланировали. Карта Верховной Жрицы, карта мудрости в первую очередь и умения действовать по каким-то уже своим наработанным там уроком в жизни, по опыту, также руководствоваться знаниями в целом, как таковыми в принятии решений. Ну и карта в целом женская, это карта женского начала и гармонии. И она может часто показывать про интуицию, которая здесь прокачана на очень большом уровне, когда вы очень сильно прислушиваетесь к своей интуиции, к тому, что вы чувствуете. Также вы можете здесь узнать что-то для вас новое, интересное, что-то скрытое, что-то, что вы не знали. Возможно, от вас что-то скрывалось с другими людьми. И также и вы можете что-то держать в тайне, о чем-то не договаривать окружающим. И по пятерке пентаклей, а еще и карта отшельника, которая идет вот с пятницы на субботу. Возможно, эта новость не совсем вас порадует, то есть, может быть, что-то будет не самое позитивное, что-то, что вас немножечко опечалит, но вы постараетесь по Верховной Жрице сохранить гармонию, быть терпеливыми, спокойными, действовать благоразумно и мудро. Могут быть какие-то потери финансовые или расходы денег, о которых вы хотите умолчать или не рассказывать окружающим. Дальше карта после Верховной Жрицы, карта отшельника. Кстати, карта ваша Девы тоже изображает здесь Луну, и здесь Луну, да, показывает какую-то вовлеченность в свое внутреннее состояние, в свой мир, в свою интуитивную составляющую также, и поиск ответов в своем опыте, в своих знаниях также, потому что он смотрит налево, то есть прожитый путь, прожитая жизнь, что он уже преодолел, какие препятствия, собственно, какие уроки вынес, и из этого он делает выводы, и таким образом он поступает. То есть карта отшельника показывает здесь и какой-то, знаете, и путь сознания, развитие вашего сознания, и мудрость в ваших поступках и действиях, и в целом духовный рост. Может быть понимание, что нужно от чего-то здесь отказаться, потому что так будет разумнее. Возможно, отказаться от чего-то, что может вам навредить, к примеру. Или здесь просто желание уединиться, побыть один на один с собой, меньше общаться с окружающими людьми, возможно, больше прислушаться к себе, к своей, опять-таки, интуиции. Поэтому карта могла выпасть отшельника вам на субботу. Кто-то, может, просто хочет отдохнуть в субботу. Карта королева кубков, карта водной стихии, да, но кубки вместе с королевой. Королева — это в принципе чувство, а еще и с кубками, то есть это как чувство в квадрате, да, то есть это много-много эмоций, которые вы проживаете, очень большой такой как внутренний поиск себя. И по королеве кубков ощущение спокойствия,
да, спокойствие, которое у вас здесь есть, любви к себе, к окружающим, и спокойствия, умиротворенности. Карта туза мечей, решение каких-то вопросов и необходимости действовать, необходимости, даже нет, неправильно не действовать, а вот больше принимать даже не решение, а мысль как возникает, будто бы как найти выход из какой-то ситуации, как решить какой-то вопрос, как, может быть, решить какую-то проблему, понимание, что нужно действовать здесь и сейчас, что вот нужно вот, да, как будто бы быстрое решение принимать по тузу мечей. То есть это начинание, оно должно быть быстрым, это начинание, туз — это единица. И по четверке жезлов это какое-то важное дело, да, какая-то решительность, которую вы должны проявить в отношении вашей семьи, ваших близких, возможно, принять важное решение или решить какую-то проблему, может быть, по четверке жезлов решить какую-то проблему с вашим там жильем, к примеру, если нужно куда-то переехать, поехать, или с четверкой жезлов решить какие-то вопросы касаемо там наладить отношения, допустим, если есть какие-то проблемы в отношениях с близкими, возможно и такое. То есть имейте решительность, смелость это сделать, и да, для этого очень хороший, очень подходящий, собственно, будет день. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака, для Дев на неделю мы завершаем. Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, оставляйте комментарии, оставляйте сообщения ваши. Также можете переслать это видео тем девам, которым вы считаете это видео подходит. Возможно, кто-то из ваших знакомых. Буду тоже очень-очень признательна. На этом с вами прощаюсь. Желаю всего самого наилучшего. До скорого.